Всем привет, друзья, и добро пожаловать! Прежде всего хочу сказать спасибо каждому, кто смотрит мои ролики по Формуле 1, ну и не только по Формуле 1. Просто вижу приятный рост просмотров, который сильно меня мотивирует делать дальше и стараться для вас. Надеюсь, в скором времени качество роликов улучшится, и в скором времени появится новый контент по Формуле 1, очень интересный, ну вот буквально через, ну может быть, максимум 2 месяца, а то и раньше. То есть вот такие вот новости, вот такие вот дела. А мы переходим в Великобританию, в Сильверстоун. И, конечно же, перед тем, как поехать в квалификации, мой гонщик играет в iPad. Что, в принципе, делает Макс Верстаппен и другие топовые гонщики, это не новость. Так что лишь просто скоротали время перед тем, как показать какое-то достойное время. Честно говоря, с учетом того, как мы выступаем, я даже подумал над тем, чтобы увеличить сложность, потому что, конечно, да, я стал лучше, это очевидно, и машина стала лучше, но все же, наверное, мое место не там, не вот в первых тройках, не вот, ну, в лучшем случае шестое, пятое место, поэтому посмотрим после этого гран-при, может быть, примем какое-то решение. Что касается квалификации, то в квалификации все было довольно нормально. И в первом сегменте я прошел, и во втором сегменте я прошел дальше. А в третьем сегменте я вообще оказался пятым, что для меня показалось довольно сильным результатом, потому что я опередил Альпин, я опередил очень многие сильные команды, что дает мне хорошие шансы в гонке и получить хорошие очки, поэтому, в принципе, все прошло очень хорошо. Я очень доволен. Эрон Барнс оказался в самом конце, как обычно, и мне уже не терпится подписать Нику Хюлькенберга. Но, Ника Хюлькенберг, я извиняюсь перед тобой, но роль у тебя будет вингмена, то есть никак не основного пилота. Поэтому, если он будет справляться с этой ролью хорошо, то он останется в этой команде на долгие-долгие годы. Он будет выполнять роль типа Серхио Переса. По поводу стратегии здесь говорить не о чем. Вопрос лишь в том, насколько хватит медиум, потому что он у нас портится довольно сильно, то есть скучно. Что касается гонки, мы стартуем с 5-го места. Кто-то получил штраф, поэтому мы заняли его место. И огни гаснут. Мы срываемся с места. И вроде как-то не очень даже стартовал, хотя выполнил все процедуры. Дэн Рикьярдо тут как тут. Он уже колесо в колесо в первом повороте со мной вместе. И оказывается впереди, но ничего не потеряно, потому что сейчас будет второй поворот, где можно попробовать обогнать сразу 3 машины, что я успешно делаю. Крутой обгон получился. Здорово, я обошел всех. Но там был Сайнс, он, наверное, перепутал газ с тормозом. Я не знаю, что там произошло. Но, в общем-то, мы позади Ферстаппена с Леклером. Очень интересная борьба. То, что эти два пилота сражаются в реальной жизни, сражаются сейчас, очень интересно смотреть. Норрис где-то позади. Не знаю, что с ним случилось. Макларен вроде неплох. И я ожидал его увидеть хотя бы в тройке, в четверке. Но что есть, то есть. Пока мы едем позади двух пилотов из Red Bull и Феррари. И очень, на самом деле, любопытный момент, потому что мы отрываемся от Сайнса, мы отрываемся от Переса, мы преследуем двух самых быстрейших пилотов, ну, на данный момент. Это очень забавно, очень интересно. Ну что ж, меня такой вопрос, на самом деле, устраивает полностью. Надо лишь держаться позади них, и было бы здорово держаться позади хотя бы в секунде, то есть меньше, чем в секунде, чтобы в следующих кругах можно было использовать ДРС, и чтобы, ну, просто держаться как бы паровозом. Но, конечно, это будет непросто. Непросто как минимум. Леклер пока ставит лучшее время, 1:30.651. И ДРС разрешено. И мы позади Ферстаппена, и мы в меньше, чем в секунде. Это замечательно просто. Гонка пока складывается замечательно. Дай бог, чтобы все так и было. И самое вот удивительное, я уже это говорил, но мы продолжаем отрываться от ребят, которые едут позади нас. То есть Перес, Сайнс потихоньку отстоит. Ну, сейчас, да, типа 2.8, 2.7 было, но эти цифры увеличиваются уже вот 3 секунды. То есть, конечно, у нас темп с Леклером, Ферстаппеном очень-очень высок, что даже другие пилоты никак не могут догнать. Но это говорит о том, что дай мне машину уровня Red Bull, я просто улечу в космос. То есть, вы поняли, да? Ну или это означает, что мне пора повышать уровень сложности. Скорее всего, второе. Но пока приятно. Ну, дайте мне насладиться этим моментом. Если все продолжится так, что это будет второй, не знаю, подиум,
подряд. И, ну, конечно, я замечтался, еще очень много кругов впереди, и всякое может произойти. Всякие развороты, аварии, это же поломки, опять же, это же Формула-1. Ну вот, но пока такая ситуация, пока мы едем. И не знаю, я даже не очень хочу обходить Ферстаппена, потому что если я обойду, то он попробует меня атаковать, а потом мне придется защищаться или пропустить его. И, короче, будет неразбериха. Мы Леклера отпустим, а так мы можем, не знаю, даже побороться с ним. Потому что Ферстаппен не сильно-то от него отстает, у него тоже меньше, чем секунда, он крыло постоянно открывал. Тяжело держаться за Ферстаппеном и Леклером, требует максимальной концентрации. Ну вот, и посмотри, что сейчас произошло. Чудом машину поймал, чудом не развернулся. И, ну, хотя бы остался на третьем месте. Тяжело, реально, вот, невозможно почти за ними держаться. Постоянно вот разрыв то секунда, то чуть меньше. И аккумулятор, как бы, он вроде и набирает заряд, но все равно тратится очень сильно. И поэтому они закономерно уезжают от меня. Но, тем не менее, все равно 4 секунды отрыв от Переза. Шины, конечно, портятся довольно сильно. Но, слава богу, они не перегреваются, как это было совсем недавно. Вот этих вот поворотах, там, Беркинс, Белкинс, как-то там, я не помню, как они называются, я обязательно выучу, но потом. То есть температура нормальная, но шины, конечно, уходят здесь очень сильно. Особенно передние два колеса. Слава богу, не заднее левое. Ехал я просто в гордом одиночестве все это время. Шины, конечно, посмотри, насколько сильно уходят. И мне предложил инженер поехать в боксы раньше. Но вот я не знаю, как это получилось, но вот прямо вот перед тем, как поехать в боксы, я прям обрел вторую какую-то молодость шинам, потому что они стали более-менее, я не знаю, может быть, я адаптировался к ним так, не стал дозировать газ так же, как я дозировал, и в целом держался довольно-таки хорошо. Поэтому я решил, что я отложу немного стратегию, которая была предложена мне, срезаю поворот, да, то есть я только что сказал, что шины держались хорошо, и вот сейчас такая фигня происходит, что я не могу вписаться в поворот. Но вон даже видно, что какие-то пузырики там появляются, что реально они взбухают, и это, конечно, не хороший знак. Но я решил, что так будет лучше, я надеюсь, что я не промахнулся со своей стратегией, потому что я все-таки владелец команды, а не инженеры там, они вообще могут мне все что угодно говорить, я могу их не слушать, посылать нахер, и мне ничего не будет. Поэтому вот такие вот дела. То есть даже вот 5 секунд, то есть отрыв растет на таких шинах. Я думаю, все четко, все под контролем. План работает, и я лучший стратег и гонщик. Так что не надо мне ничего говорить. Ребят, вот скажите, когда появится у нас, кстати, Rest in Peace, там инженер-механик Хаса, или кто там был, я не увидел особо, просто мы его переехали. Когда у нас будет нормальный уже табло вот зелеными огоньками, когда можно ехать, красными, когда нужно останавливаться. Мы, до сих пор этого не сделали. Вот. Но деньги копятся на пилота, извиняюсь, на другие тоже очень важные и нужны. То есть, мы, конечно, там распиливаем немного, но все равно они уходят на нужды команды. То есть нам нужно заменить Эрона Барнса, это 100%. А Нико Хюлькенберг за бесплатно у нас ездить не будет, ребят. Так что подождем пока. Запас у нас был приличный, такой, что мы спокойно выезжаем. Позади нас все остальные. Конечно, оказался Ферстаппен там в 8 секундах. Ну, как бы, ладно, ничего страшного. Главное, что ребята позади там в 6 секундах. И очень здорово, у нас свежие шины. Просто будем ехать в гордом одиночестве. Меня этот процесс абсолютно устраивает. Конечно, здесь нет обгонов. Конечно, здесь мало таких каких-то экшн-сцен. Но, знаете, ребят, самое главное – это успех моей команды. Я думаю, что вы и вместе со мной переживаете за очки, за то, как мы развиваемся. И это как раз-таки вот экономит мне нервы, то есть чтобы я не нервничал, чтобы я не переживал, чтобы я снимал больше серий, а чтобы я не пропадал. То есть это все, конечно же, влияет. Вы думаете, почему после первого сезона был такой большой перерыв? Потому что я реально восстанавливался, потому что реально проходил курс терапии, потому что машина была просто неуправляемой. Вы помните, как меня бомбило? Это все не зря. Я не знаю, каким-то образом я поставил лучший круг уже вторую гонку подряд. Не знаю, перебьет ли меня кто-то сейчас, потому что, может быть, там Леклер даст какое-то время, может, Ферстаппен, может, вообще позади кто-то. Вот, Сайнс легенда в боксах был, но он выходит четвертым. То есть, в принципе, у него там стратегия, все было неплохо. Ну вот, но лучший круг держится, блин, я думаю, классно.
Классно. Круто. Это дополнительное очко, поэтому я только за. Я только за. 15-й круг, больше половины гонки позади. И мы видим, насколько сильно растет отрыв от мест, которые, ну, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. То есть, если посмотришь на карту, то есть два гонщика спереди. Я между ними вообще один еду. И дальше огромная группа пилотов. И позади них еще одна группа, чуть поменьше. А позади них уже самые топовые гонщики Эрон Барнс и тот, у кого были поломки, или там, я не знаю, что там еще может произойти. В общем, самые лузеры последние. Себастьян Феттель выбывает из сессии. Очень любопытно. Я заезжаю на траву здесь. Сейчас пережимаю газ. И что происходит? Я не ловлю машину. Я разворачиваюсь. Ребята. Это был спин. Подожди, машина безопасности появилась. Ну, почему она появилась? Интересно. Из-за Себастьяна Феттеля, наверное, да? То, что, ну, у него вроде механическая поломка была, насколько я понял. Странно, но окей. Как бы машина безопасности, с одной стороны, даст нам возможность подобраться ближе к Максу Ферстаппену. Меня, в принципе, третье место устраивало. Вот, но и с другой стороны, ребята позади попробуют меня атаковать на более быстрых машинах. Это, да. Двоякое такое ощущение у меня, с одной стороны, рад, с одной нет. Но вот мне интересно, почему машина безопасности появилась? Вроде никаких обломков, ничего. То, что меня развернуло, ну и что? Просто загорелся желтый флаг. Ну, не знаю. Ну что, после рестарта должно пойти все самое интересное. И, конечно, вот когда ты используешь компьютер, чтобы во время желтого флага я чудом мне сейчас не разбился. Вот, я что хочу сказать, к этому подвести. Шины не настолько хорошо разогреты, как я бы мог их разогреть. Поэтому, наверное, придется все-таки сделать, чтобы я в ручном управлении ехал под сейфтикаром. Вот, реально, шина не в оптимальных состояниях. И вот чудом я просто не разбился сейчас. Очень опасный момент. Сайнс тут как тут, он рядом со мной. Тут опять еще один момент, который был довольно-таки опасным. Он что-то ищет там, наверное, зоны какие-то хочет найти, чтобы меня обогнать. Но я для него, видимо, всю дорогу закрываю, потому что попытки его атак выглядят очень смешными, даже никакущими, я бы сказал. То ли, может быть, пофиксили разработчики ботов, но я не знаю, они какие-то менее агрессивные стали. И реально менее агрессивные, это заметно. Вот, ребята спереди уезжают от меня, блин, я думаю, капец. Но попробуем сейчас прогреем шины как раз и выжмем из машины максимум. Сайнс уже в полсекунды позади от нас, и я думаю, что это время будет расти. А Макс и Ферстаппен, ну, в секунде пока, посмотрим, что произойдет. Приближаюсь к Максу Ферстаппену и просто забываю нажимать на тормоз и чуть не снес всю переднюю часть его болида. Но, тем не менее, оказываюсь впереди безрассудным обгоном. Даже не знаю, как это назвать, не обгон. Я даже ставлю лучший круг, несмотря на то, что я совершил. Блин, это какое-то чудо, честно говоря. ДРС открывается на этом круге. Макс, наверное, ну, не знаю, попробует атаковать. Он же агрессивный гонщик. Хотя, если не будет пробовать атаковать, значит, можно точно сказать, что он учится на своих ошибках. Мы помним Азербайджан и что с ним произошло. То есть, по его же вине он разбил себе болид полностью. Но он отстает, не знаю почему. Я вроде его не ударял, я вроде ничего не делал. Ну и Шарль Леклер впереди нас. Остается всего ничего, пару кругов, но мы в зоне ДРС сейчас и попробуем атаковать. Все-таки это наш шанс, если мы сможем пройти Шарля Леклера. Вы вдумайтесь, первое место. Еще буквально год назад по игре, мы даже вот не мечтали об этом. Сейчас это становится реальностью. Мы приближаемся к нему в опасной связке поворотов. И гораздо мы быстрее его целуем ему в жопу. То есть сейчас будет зона ДРС, и это возможность обгона. 100% попробуем его обогнать. Я думаю, что не составит нам труда это сделать. Обходим и оставляем Шарля позади нас. Ребята, что происходит сейчас, я понять не могу. Еще буквально до сейфтикара Ферстаппен и Леклер были в 10 секундах от меня, и я ничего не мог сделать. Сейчас я нахожусь на первом месте, и я обошел двух сильнейших пилотов в пелотоне.
Ну, это ли не сказка? Не знаю, сможет ли Леклер меня атаковать. Я ставлю лучшее время в очередной раз. И пока он без атак. И я не знаю, по-моему, реально ботов пофиксили. Потому что в другой день, другой час Шарль попробовал бы нырнуть вот в этом же самом первом повороте. Но он остается позади, и нам нужно довести дело до конца. Да, честно говоря, я думал, будет борьба, будет какая-то вот драма. Я даже не хотел защищаться как бешеный пес. Я бы спокойно дал ему себя бы пройти напрямую, если действительно у него скорость была бы больше. Но Шарль Леклер отстает от меня на 0,6 секунд. Почти 7, уже 7. Что, блин, происходит с моим темпом? Я так сильно добавил? Я реально так сильно добавил, потому что даже Сильверстоун это не самая любимая трасса. Но происходит то, что происходит. И 0,9 секунд, почти уже секунда. Последний круг. Перед тем, как мы займем первое место, ну, главное доехать до конца, но первое место, вы вдумайтесь. Мы очень серьезное заявление сделаем, как команда, лучшая команда средней группы. И второй гран-при подряд, когда мы показываем столь невероятный результат, я говорю про себя, то есть я, Эрон Барнс, последний. Извините, не последний, выбыл Себастьян Феттель и еще Кевин Магнусон по причине поломки, то есть он был бы последним. Ну, правда, здесь я немного ошибся, и Шарль позади меня уже довольно близко. Но это не помешает мне завершить гонку на первом месте. И это победа в Сильверстоуне. Большой семье, клювом не щелкай. Вот мое победное радиосообщение. И оно станет легендарным, потому что оно первое и потому что оно особенное. Друзья, это просто невероятно. Я безумно счастлив. Ландо Норрис стал лучшим пилотом дня. Я категорически не согласен, потому что мы с 5-го места просто прыгнули на первое. И вот первая анимация нашей команды, наших гонщиков, точнее не гонщиков, а инженеров. Это очень приятно видеть. И нам петуха дает Макс Ферстаппен. Шарль Леклер, наверное, в обиде, потому что он упустил свою победу и мог оторваться от Ландо Норриса гораздо больше, чем на самом деле есть сейчас. Блин, ребята, мы держим кубок, мы победили. Как же это приятно. И вот мои бравые парни, моя команда смотрит на меня. Блин, круто. Но сейчас нужно устроить немножко мокрых сцен. Польем друг на друга шампанское. И я готов на эти сцены смотреть вечно. Ну, наверное, если мне не надоест. Круто, круто. Круто, реально очень круто. В личном зачете мы обогнали Макса, мы обогнали Сайнса, Дэна Рикьярдо. У Сайнса, кстати, была механическая поломка. Опять очередная, вы вдумайтесь, у него машина просто какая-то проклятая. А что до турнирной таблицы, точнее до Кубка конструкторов, то мы также занимаем 5-е место. Но уже, конечно, увереннее мы оторвались от Альпин. Дэн Тиктум позади своего напарника, хотя у него были проблески, но, знаете, прошлое мы не будем воротить и вспоминать. Удачи ему в Хасе. А Эрон Барнс будет играть в компьютерные игры после полсезона, когда вот завершится у нас очередной гран-при. То есть будет Австрия, насколько я понимаю, и все, он закончится. То есть еще одно гран-при у него будет, последнее, финальное. И мы там должны уже будем попрощаться с ним. То есть у него будет the last dance, как говорится, в Австрии. Мы подписались с новым спонсором. У нас репутация команды выросла. И Achieve вот у нас красуется на болиде. Как мы его называем? Болид Дипломат. Вот так давайте будем его называть. То есть уже 3-й спонсор. И это очередные деньги. И это замечательно. Деньги никогда лишними не бывают. Будем вкладываться в отделы. Будем вкладываться в отдел маркетинга и тоже в симуляторы. То есть это все мы не будем забрасывать. Красиво, на самом деле, машина выглядит. Мне очень нравится. И здорово, что я брал эти розовые штуки, потому что они вообще были не в тему, на мой взгляд. А вот так болид смотрится очень круто, органично. Даже привык к шасси, к этому вот широкому носу, который я бы сделал узким. Привык я уже, короче. Ну что, ребята, уже увидимся в Австрии. Это будет последняя гонка для Эрона Барнса. Будет перерыв между сезонами, так что, думаю, будет интересно. Спасибо каждому за просмотр. Поддержите меня лайком. Мне будет очень приятно. Как я уже говорил, это сильно мотивирует на новые ролики. И увидимся уже совсем скоро. Всем спасибо и всем удачи.